Для меня фильм «Майор Гром. Чудной доктор» — это в первую очередь шанс. Шанс показать всем, что мы можем делать хорошие истории, что мы делаем хорошие истории, и что наши персонажи действительно живые, крутые, качественные, красивые, обаятельные, харизматичные, и что в них может влюбиться зритель. Я исполняю роль майора Грома. Роль полковника Прокопенко. Я играю Дима Дубина. Я играю Пчелкину Юлю. Я старался сыграть роль Олега Волкова. Я исполняю роль Сергея Разумовского в проекте «Майор Гром. Чудной доктор». Когда это все началось, и я почитал комиксы, для меня это был первый раз в жизни. Я до этого комиксы не читал, конечно, я знал их существование. Но начал читать, начал знакомиться с персонажем, со своим по комиксам, начал изучать, чего, как, где он, какие с ним повороты случались. Честно говоря, это вот огромная ответственность, потому что уже есть, во-первых, и короткометражный фильм, во-вторых, есть комикс, есть огромная группа людей, которые уже давным-давно читают это, увлекаются этим, любят это. Конечно, понятно, что каждому не угодишь, но хотелось бы, конечно, по возможности попытаться попасть как-то в десятку и максимально быть ближе вот именно к людям, которые, читая об этом персонаже, представляли его себе тем или иным, то есть попасть именно вот в их представление. Я играю такого отца полка, непосредственно начальника главного героя майора Грома, но у которых не только служебные, но и человеческие отношения, очень близкие, наверное, к отношению отца и сына. Мне это очень нравится, интересно и необычно, поэтому я получаю одно удовольствие от фильма. Хороший материал, есть что играть. Дима Дубин это классический персонаж, литературный киноперсонаж, как напарник. Для него очень важно, что он именно напарник, для него это как друг. Он очень начитанный, он любит кинематограф, он романтик. Дубин достаточно эмоциональный, достаточно наивный, добрый, очень добродушный парень. И я очень старался искать в себе это. Я очень часто задавал вопросы себе, как бы повел себя Дубин в разных ситуациях. Для него восторг, что его приняли на работу, его мечты в полицию, и что у него напарник появился. И я, как Саша Сутейкин, я тоже восторжен этим всем. Есть уже сложившийся, грубо говоря, персонаж, который живет уже 10 лет, до того, как я вообще, наверное, о нем узнал и соприкоснулся с ним. Есть люди, которые с этим персонажем живут, с этим персонажем растут, взрослеют, и их жизнь неотъемлемо связана с этим персонажем. Вот тут вдруг появился я, человек, которому посчастливилось на себя его примерить. Наверное, вот это самое интересное. Ну, проект такой судьбоносный для меня, это чувствовалось заранее, еще на вторых пробах, и когда вот так все сложилось, и потом я стал замечать, что и на рисунках есть моменты, где я на него похож, на Сергея, и роль такая интересная, и я вообще, я был за пределами за какими-то радости. Это было очень здорово. Я вечером после репетиции прихожу в номер в отель и захожу в социальные сети, Инстаграм и вот это все. И просто это какая-то чума. Я обалдел просто, я обалдел. Столько сразу приятных вещей. Люди же тратят время, рисуют. Причем я же, по сути, ничего еще не сделал. Меня просто утвердили на роль персонажа, которого и даже создавал не я. То есть я просто как бы вот на данный момент олицетворяю его в человеческом обличии. Но уже так столько всего и столько приятных вещей. Поддержка, то, что я там кого-то вдохновляю. Я с ума сошел. Это ужасно приятно. И такое огромное внимание, такое большое его количество. Ребята, спасибо. Люблю всех очень сильно. Юля Пчелкина, она журналист. Она, так скажем, работает на себя. Она ведет блог, в котором она рассказывает, по ее мнению, правду. И мне показалось, что это такой человек, который постоянно проверяет, перепроверяет информацию. То есть это вообще не та женщина, которой сказали, она сразу съела информацию, такая, ну да, так и есть. Она, наоборот, копает, и ей хочется узнать истину. И как только она узнает, она сразу же ее рассказывает людям. Поэтому это такая женщина с яйцами, и мне это очень, очень нравится. Вот.
Друзья, на самом деле совершенно не важно, читали ли вы комикс или не читали. Нам очень приятно, если вы читали, на самом деле, что вы оцените то, с какой скрупулезностью мы подошли к перевоплощению ваших любимых персонажей, к тому, чтобы они обрели жизнь. Но, тем не менее, самое главное для нас – это рассказывать хорошие истории про классных персонажей. И это у фильма «Майор Гром. Чумной доктор» получилось лучше всего. Так что вы обязательно должны оценить это, оценить наши усилия и сходить в кино. Это будет круто.